Лошадь мчалась мимо опушки леса и приземлилась в огромной грязевой яме. Сначала она пыталась выскочить из болота, делав это снова и снова, но это не сработало. И, прежде чем она успела это осознать, что ее тащило глубоко в болото под собственным весом, по мере того, как она опускалась все ниже и ниже, а грязь ползла вверх по ее телу, лошадь запаниковала и попыталась освободиться. Но, конечно, это только ухудшило ситуацию. Она цеплялась за берег передними ногами. В течение нескольких часов лошадь изо всех сил пыталась выбраться из болота, и временами казалось, что у нее это может получиться. Но в конце концов она продолжала скатываться обратно в грязь. Со временем лошадь устала и вымоталась. Она была на пределе своих сил и не могла самостоятельно выбраться из ямы. В этом районе было мало людей, а до ночи оставалось всего несколько часов, и казалось, что она застряла там навсегда. Она медленно погибала от голода и истощения. Животное лежало неподвижно. Казалось, что она постепенно теряла надежду когда-либо снова выбраться из грязи. Внезапно на опушке леса появился человек. Это был Дарил Главер. Он был фермером и имел свою ферму поблизости. Когда он обходил свои владения, вдруг его привлек странный шум. Мужчина добрался до сути дела и, наконец, заметил лошадь в грязной яме. Он видел, как лошадь беспомощно извивалась в болоте и всеми силами пыталась освободиться. Мужчина побежал обратно к своему внедорожнику. Он прикрепил к лошади храповые ремни и использовал внедорожник, чтобы попытаться вытащить ее. Внедорожник начал тянуть. Сначала нежно, потом все больше и больше. Если бы лошадь показала боль, он был готов остановиться. Но лошадь молчала. Казалось, она хотела наконец вырваться на свободу. Потребовалось несколько попыток, но вскоре лошадь тронулась. Дарил увидел в этом положительный знак, чудесным образом лошадь начала дюйм за дюймом подниматься из болота. Внезапно она выскользнула из дыры. Тяжелая работа окупилась. Но в этот момент радости лошадь сделала что-то удивительное. Она повернулась и медленно подошла к Дарилу. Затем она опустила свою огромную голову, встретилась с ним взглядом и наклонилась вперед, словно благодарив человека. Дарил не знал, как реагировать. Он просто протянул руку и погладил животное. Мужчина с трудом сдерживал слезы и чувствовал чувство гордости в груди. Затем дикая лошадь повернулась и ускакала на свободу. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк.